Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем и достатки. Сегодня, друзья, 5 февраля, сегодня новая рабочая неделя, сегодня понедельник. И вы знаете, сегодня будет сумасшедший день для многих людей. Будет постоянно какой-то хаос, будет какая-то неразбериха. Поэтому сегодня эту практику вы можете провести и дома, и на работе, в любом месте. Даже если вы находитесь в командировке, вам нужно бросить это в окно и открыть дорогу для себя, для тех мыслимых и немыслимых благ, которые вы желаете и хотите иметь в своей жизни. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 25-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, убывающая луна. И у нас с вами луна, убывающая в знаке зодиака Стрелец. И вы знаете, убывающая луна сегодняшняя в знаке зодиака Стрелец будет способствовать освобождению нас от всего лишнего багажа. И очень важно понимать, что сегодня те ситуации, которые будут происходить, которые вас будут подталкивать, это нужно для укрепления вашей внутренней свободы. Сегодняшний день подходит для того, чтобы избавляться от любых негативных эмоций, от вредных привычек и накопившихся, друзья, стресса. Знак зодиака Стрелец поддерживает наш ум и дает нам развитие нашей интуиции. Поэтому в этот день вы можете для себя обнаружить понимание того, как вы чувствуете свою интуицию и глубокое понимание окружающего мира. Кроме того, как вы знаете, знак зодиака Стрелец тесно связан с образованием и расширением знаний. Поэтому сегодняшний день очень хорошо подходит для изучения новых тем, для погружения в какие-то книги, знания, информацию, в обучение, личностный рост. Поэтому если вас сегодня куда-то приглашают, если у вас приходит какая-то информация, не стоит ее откладывать. Подумайте, возможно, в будущем это поможет вам в реализации тех или иных моментов. Очень важно, чтобы вы сегодняшний день, он вам помог и способствовал вашему внутреннему преобразованию. Поэтому очень важно, чтобы вы осознанно подходили сегодня к тем изменениям, которые вы желаете осуществить, сделать. Кроме того, сегодня день хорошо заниматься самоочищением. Избавляйтесь от ненужных вещей, от отношений, мыслей, которые в вашей голове. Это благоприятное время и для очищения своей жизни от лишнего балласта. У каждого этого будет свое, но вам нужно осознанно к этому прийти. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что знак зодиака Стрелец поддерживает творческий потенциал. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим днем для воплощения своих идей в жизни. Также в этот день будут нести определенные опасности, на которые вам стоит обратить внимание. Первое, сегодня будет проявляться у людей импульсивность, то есть Стрелец в некоторых ситуациях, в некоторых случаях будет провоцировать людей на какие-то импульсивные действия. Поэтому вы сегодня должны быть очень внимательны, чтобы не позволить эмоциям вести вас. У людей в этот день будет недостаток и терпения, поэтому будьте осмотрительны, чтобы избегать конфликтов, ссор, скандалов из-за неосторожных слов или поспешных решений. Кроме того, знак зодиака Стрелец сегодня может создавать какие-то иллюзии, нереалистичные какие-то ожидания, поэтому даже если вам рассказывают о том, что вот сейчас будет все отлично и так далее, вы должны быть реалистичными в своих ожиданиях и постарайтесь не увлекаться мечтаниями. То есть мечтать нужно, важно, но вы должны понимать и то, что одно дело вы мечтаете полететь на Марс, а другое дело вы мечтаете отправиться в путешествие в какую-то экзотическую страну. Вы должны понимать, что вы сами должны осознавать и понимать. Кроме того, сегодняшний день очень будет успешен для тех людей, которые будут его использовать для внутреннего развития, для очищения, для творчества. Но в то же время, еще раз, будьте бдительны и избегайте импульсивных поступков, чтобы сделать этот день максимально продуктивным и положительным для себя.
Также обращаем ваше внимание, что 5 февраля убывающая Луна в знаке зодиака Стрелец дает нам возможность позаботиться о своем здоровье. Сегодня старайтесь обретать внутреннюю гармонию и исследовать новые пути самосовершенствования. Кроме того, этот день может стать, как, знаете, отрывной такой точкой к заботе о своем здоровье. Обязательно обращаем ваше внимание, что убывающая Луна в знаке зодиака Стрелец будет стимулировать процессы очищения в нашем организме. Поэтому этот день будет благоприятен для детоксикации и восстановления энергии. Разгрузочный день и занятия йогой в этот день, 5 февраля, могут быть особенно полезны. Кроме того, Стрелец у нас с вами отвечает за бедра, за мышцы, за суставы, поэтому это время подходит для того, чтобы позаботиться о своих мышцах, укрепить суставы. Поэтому посвятите этот день упражнениям, направленным на улучшение гибкости. Это не значит, что вам нужно прямо сейчас записаться в спортзал и так далее. В интернете очень много информации, видео, практик, упражнений, которые могут вам помочь. Кроме того, знак зодиака Стрелец у нас с вами символизирует еще и путешествия и приключения. Поэтому подумайте о том, чтобы рассмотреть возможность, о том, чтобы начать в этот день заняться своим здоровьем. Возможно, вам нужно разобраться в каких-то новых методиках лечения, в питании или физической активности. У каждого, друзья, это будет свое. Какие советы мы вам хотим дать сегодня касательно здоровья? Ну, во-первых, используйте день все-таки для очищения организма. Питьевой режим с травяными чаями, свежими фруктами и овощами поможет вам избавиться от токсинов. Кроме того, Стрелец связан и с природой, и открытым пространством, поэтому прогулки на свежем воздухе, особенно в парке или в лесу, помогут вам укрепить настроение, укрепить ваше здоровье и даже поднять настроение. Также подумайте о том, чтобы применить в своей жизни лечебные практики, такие как медитация, йога, возможно, аюрведа. Эти методы могут поддерживать ваше физическое и эмоциональное равновесие. Хотя сегодня и физическая активность важна, но все-таки будьте осторожны с избыточными нагрузками, избегайте травм, особенно связанных с бедрами и, конечно же, суставами. Это очень важно. Не позволяйте сегодня употреблять очень много еды. Питайтесь сегодня сбалансированно и умеренно. Как вы поняли, уже Стрелец у нас сами отвечает за эмоции, и он может нести какую-то нестабильность вашей эмоции и чувства. Поэтому соблюдайте сегодня равновесие и избегайте стрессовых ситуаций, насколько это возможно. Что же касательно лунного календаря денег, то 5 февраля убывающая Луна в знаке зодиака Стрелец может стать днем благоприятных финансовых возможностей, если подходить, конечно, к этому всему с умом и рациональностью. Постарайтесь в этот день освободиться от финансовых расходов, постарайтесь подумать о том, чтобы вы инвестировали деньги в свое образование и постарайтесь умело использовать свои ресурсы. Кроме того, подумайте о том, чтобы избавляться от своих обязательств, долгов, кредитов, потому что сегодня очень хороший день для того, чтобы планировать свой бюджет, определять, где вы можете сэкономить, как заработать и так далее. Как мы сказали ранее, знак зодиака Стрелец связан с образованием, и этот день благоприятен для инвестиций в собственные знания и навыки. Поэтому рассмотрите возможность обучения, которая поможет и улучшит ваши профессиональные навыки, на ваши профессиональные перспективы. Конечно же, сегодня знак зодиака Стрелец также вдохновляет на творчество. Поэтому, возможно, вам нужно подумать о том, что если у вас есть свободные деньги, вложить деньги в свое хобби или в проект, который может принести вам дополнительный доход, а со временем стать и основным источником дохода. Поэтому сегодняшние советы от нас для вас – это пересмотреть свои кредиты, долговые обязательства. Старайтесь как сегодня инвестировать в образование и самосовершенствование, даже если вы считаете, что вы все знаете в этом мире. Поверьте, мир настолько безграничен и имеет столько возможностей, что человек должен каждый день
день учиться, познавать, видеть и так далее. Ну и подумайте о том, как вы можете создать для себя новый источник дохода. Конечно же, будьте сегодня и осторожны в расходах. Следите за теми расходами для того, чтобы избегать излишних трат. Дело в том, что сегодня люди имеют такую вот способность тратить деньги. При этом надо, но им не надо. Вот здесь ваша задача осознавать и понимать. Теперь давайте посмотрим, какая карта выпала на этот день, 5 февраля. Итак, друзья, выпала 8 кубков. И эта карта представляет из себя, знаете, такие надежду, возможности. Она говорит о том, что сейчас всего одна чаша в руке, а остальные находятся где-то там, готовых к раскрытию. Это также и говорит нам о том, что вы должны себя и уважать, ценить и заботиться о себе и о своих эмоциональных каких-то моментах. Поэтому смысл этой карты на сегодняшний день, нам 8 кубков, указывает на появление новых возможностей. Поэтому сегодня будьте открытыми к новым впечатлениям, к новым взглядам, к новым возможностям. Также карта говорит нам о том, что вы должны иметь эмоциональную гармонию и быть радостными, принимать все то, что есть в вашей жизни с любовью. Это очень важно. Конечно же, и бережно обращайтесь с эмоциями, как и с любыми ценностями, потому что это все требует заботы и внимания. Кроме того, обращаем ваше внимание, карта эта дает нам и совет на этот день о том, чтобы вы сегодня были сбалансированы, поддерживайте равновесие, проводите практики, связанные, например, той же медитация. Доверяйте себе, потому что только вы можете, если вы не доверяете сами себе и не верите в свои силы, то кто же вас может поверить? И вы знаете, сегодняшний день, вот именно карта 8 кубков обещает нам день возможностей, гармонии и самопонимания. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы берегли свои эмоции и открывали для себя новые грани внутреннего мира. Теперь давайте посмотрим, какой же нам совет дает Архангел Михаил на этот день, 5 февраля. Итак, друзья, очень важный совет – это в то, что сила внутри нас. Архангел Михаил напоминает нам о том, что у каждого из нас есть внутренняя сила, которая способна преодолеть любые трудности. Верьте в свою уникальность и способность преодолевать те или иные вызовы. Кроме того, Архангел Михаил говорит о том, что вы сегодня можете сами себя защитить. Для этого вам нужно обратиться к молитве, к практике. Не забывайте своими словами просить о защите и мудрости в принятии тех или иных решений. Кроме того, позвольте свету проникнуть в ваши темные уголки вашей души, потому что таким образом, когда все освещается светом, тень, она исчезает. Вот этот негатив, это где-то рассерженность, где-то слезы, апатия. Это очень-очень важно осознавать и понимать. Также сегодня очень важно, что за что бы вы ни брались, вы должны действовать с уверенностью, слушайте свое внутреннее сердце. И вы знаете, Архангел Михаил с вами, он всегда с вами, высшие силы с вами, ангел-хранитель ваш с вами, он направляет вас на путь света, и вы действительно сможете преодолеть трудности. Поэтому воспользуйтесь, друзья, этими советами для укрепления вашей силы, защиты и вдохновения. Очень важно, чтобы вы верили в себя и шли вперед с уверенностью, что вы под защитой высших сил. А вы действительно под защитой высших сил, и действительно в вашей жизни будут происходить очень интересные ввиду, что сегодня, друзья, сегодня такой вот насыщенный день, очень важно, чтобы вы провели одну простую практику. Вам нужно взять буквально щепоточку соли, и перед тем, как ее бросить в окно, нужно сказать следующие слова. Соль волшебная открывает мне, называете имя ваше, дорогу изобилию, счастью и здоровью. Истинно да будет так. Друзья, прямо сейчас в комментариях эту практику давайте
вместе с вами пропишем, так и напишите: соль волшебная открывает мне ваше имя, дорогу изобилию, счастью и здоровью. Истинно да будет так. Не пожалейте, буквально минуту напечатайте это в комментариях и отправьте. Это очень важно, потому что уже вот буквально с этого вы уже начинаете прорабатывать эту практику. Это очень важно. Вы тем самым позаявляете миру, что вы готовы к изменениям. И это очень важно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях пропишите слова практики. Это очень важно. Кто спрашивал, как нас можно поддержать, как нас можно отправить донат, друзья, есть ссылка в описании. Вы можете отправить, просто перейдя по ссылке, любая сумма, которую вы считаете нужным, нам, друзья, очень-очень будет приятно. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.